Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поедем смотреть два японских БУ мини-трактора. Многие из вас просили меня: покажи и расскажи, где ты покупал свой мини-трактор, друзья. Ну вот сегодня такой вот будет ролик, такая экскурсия. Покажу. Есть в продаже два трактора: Исеки и Mitsubishi. Вот такая у нас погода. Как вам? Недавно, пару дней назад, было минус 20. Посмотрите на машину. Ну, короче, как-то так. Вот он магазин, то, что мы с женой заходили. И вот рядышком стоят два трактора. Сейчас более подробно все расскажу. Такие вот красавчики. Значит, первый Seal Исеки Seal 21. И второй Mitsubishi MT-160 MT-1601D. Значит, Mitsubishi у нас получается год выпуска. Где-то я уже видел тут. Потерял. Ага. 81 год. И Seal. Вот, 4 месяц. 93 год. Значит, давайте сейчас я расскажу про Seal. Кстати, он мне очень нравится. Я на него изначально смотрел, вот, но потом мне попал мой Янмар. Значит, сейчас сделаем обзорчик кратенький по Seal и потом по Mitsubishi. Так, наработка, друзья. 670 моточасов. Все в родной краске. Ничего нигде не подкрашивалось, ну, кроме, я так понимаю, самих дисков. Диски, да, немножко подкрашены. Вот такое вот состояние. Фреза тоже есть. Фреза, друзья, в комплекте. Такая система здесь интересная, конечно, у Исеки. Да, немного по-другому. Здесь уже вот тросики. Кстати, козырек — это очень хорошая вещь. Так, ну и по органах управления. Это что у нас получается? Гидравлика, навеска. Да. Это глубина, да? Да. Так, самоуправление. Ага. Есть магнитофон. Вся работа. Все работает. Диапазоны так само. Так, тормоз левый, правый, блокировка, кран, передний мост. Вот здесь что у нас? Ручной газ. Это фреза, да? Фреза, опускание, поднимание. Да, тут. То есть там, как всегда, память выставили, вот, а подъем и опускание вот этим вот рычагом. Вот такое, друзья, состояние. Масла, фильтра. Заменили полностью. Да. Ну, поменяли. По маркировке боится МТ-40. Угу. Вот такой вот вид снизу. С другой стороны у нас сцепление. Замок. Все легко включается. Замок такой, как у меня. Кстати, я вычитал, зачем это, чтобы не слипались диски при длительном стоянке. Да. Так, рычаг переключения передач, коробка получается механическая. Вот здесь вал отбора мощности и диапазоны. Значит, 3 скорости вала отбора и 3 диапазона. Ну, все точно так же, как у меня. Резина, друзья, смотрите. Трещин я не вижу. Задняя и передок уже немножко есть. Да, давайте пройдем вокруг. Вот такой вот вид спереди.
Так. Второе колесо, это передок. И заднее. Давай, Сань, откроем мотор. Что там? Ага, он с другой стороны. Не так, как у меня. Ну что тут? Аккумулятор живой? Да. Аккумулятор живой. Отлично. Вот так вот На под, тему новую. под капотом. Все наклейки есть. То есть трактор не крашен. Радиатор. Сеточка даже есть. Кстати, у меня она отсутствует. Антифриз? Вода? Да. Антифриз. Не-не-не. Антифриз залит. Готовый до зимы полностью. Угу. Все рабочие жидкости. Не-не-не. Ремень вот еще, наверное, родной. Ну, да. Та при такій на роботі часов. Ну да. Можна сказати, не робив. Ну, сухо. Везде сухо. Состояние хорошее, скажем так. Лучше, чем у моего. Ну, давайте с другой стороны. Частенько, сухенько. Вот с другой стороны. Все сухо. Мабуть, завести посухенько, потім крити. Да, давай сейчас заведем. Сейчас я с другой стороны зайду. Посмотрим на дымок. Фрези немає. Ага. Работает хорошо, как часики. А ну, Сань, чуть-чуть обороте, як ви добавив. О! Ну, глуши. Короче, козырек только что дал. Головой забыл, что он сверху висит. Вот так вот. Ну и давайте перейдем к другому. Ну и Mitsubishi. Вот такой вот. Тоже состояние хорошее. На свій. Да, на свой возраст. 81 год. Это сколько получается? 40 лет уже ему. Не третій. 81. Ну вот. Перший, да? 7-й месяц, да. 81 год. В оригіналі теж більше. Да, краска оригинал. Значит, вал отбора. Сколько там? 3 передачи. Ручная механика. Простенько. Да, 3 передачи вперед. Передок включается, выключается. Вот. Это пониженные и повышенные рычаг. Ну, короче, такой аккуратный, Електроніка. аккуратный, классный. Ну и старая система со свечами накала. То есть нужно смотреть в глазок, когда там спиралька нагреется, вот тогда заводить. Бере працює. Да, вот такое, друзья, состояние. Смотрите, с фрезой уже. Значит, навеска получается не трехточка, это, наверное, двухточка, да? Да. Двохточка. Двухточка. Такие ножи. Ну, ножи нормальные, я бы сказал бы. Не такие, как у меня. Давайте с другой стороны. Вже робочий ремонт. Короче, немножко рук приложить, и трактор будет хороший. Все наклейки есть, то есть краска оригинал. Так вот, задний мост. Да, есть бардачок под сиденьем. Угу.
Так, резина. Резина, ну, такая, как у меня, приблизительно. Немножко есть трещины. Передок. Тоже тормоз. Левый, правый. Блокировка. Здесь все по-простому. Все механическое. Никакой электроники. Поднял, опустил. Нету гидроусилителя руля. Кстати, в той модели в Ciala гидроусилитель есть. Забыл сказать. Так, ну и снизу смотрим мост. Ну и что у нас под капотом? Аккумулятор хороший. Состояние двигателя. Есть свечи. Чисто механика. Без электроники. Да. Вот, ну и с другой стороны. Радиатор, получается, тут даже места нету для сеточки. Ну вот так вот. Вот. Вот такое состояние. Так, пробуем завести. Наработка его. Наработка. Что там? 1095. Тахометр. Да, ну вот так вот. Ну вот такая вот техника, друзья. Не під мене. А ну я сейчас сяду. Ух ты! Да, руль вообще без гидроусилителя, а легко. Ага. А ну-ка. Таня, ну як гідравліка, робота? Вообще красота. Четко, плавно. Ну, механическая. В общем, друзья, такая вот техника. Показали все, что есть, как оно есть на самом деле. Контакты Ярослава я сброшу под видео будет. Звоните, спрашивайте, как там с доставкой, с оплатой. По ценам, самое главное, не сказал по ценам. Значит, Mitsubishi 4300 и Исеки 5800. Вот такие вот цены, друзья. Трактора идут с фрезами. Ну и Ярослава, вот смотрите, еще есть и не такая японская техника, а немножко поменьше и одноместная, такая легкая, скажем так, для прогулок. В принципе, друзья, на этом все. С вами был Юрий Сербин и японская техника. Всем пока-пока, увидимся.